Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мир модной одежды. Сегодня мы будем снова займемся переделкой старых вещей. Эти штаны очень большие для моего внучка. Сейчас мы их будем уменьшать. Сразу скажу, получится у нас, я применю некоторые приемы, чтобы из этих скучных штанов получилось нарядные штанишки для ребенка. Во-первых, нам нужна выкройка. Выкройку можно снять просто с тех штанишек, которые носит ребенок. Если они, допустим, порвались, вы их носить не будете, вы их можете подпороть по швам и снять. Можно вот так вот разложить и, прикладывая к швам, снять выкройку, переднюю и заднюю части. Ну, там будут кое-какие погрешности, но это трикотаж, в принципе, он выдержит. И в-третьих, я могу вам дать ссылку на выкройку, вы найдете в описании под видео и в правом верхнем углу экрана. Теперь, для того, чтобы нам продолжить, вот здесь у нас боковой шов прострочен, поэтому я его трогать не буду. Я распорю сейчас штаны вот по внутреннему шву и вот поэтому. Вот у этих штанишек внизу манжетка. Она нам очень даже пригодится. Складываем лицевая сторона к лицевой стороне. Соединяем боковой шов, совмещаем. У меня выкройка есть, но здесь вот полная длина штанишек. А если мы будем пришивать снизу манжетку, то нам надо немножко убавить. Эта манжетка минус 1 сантиметр. И значит, надо убавить немножко меньше, потому что когда штанишки будут призвариваться, они заберут немножко от длины. Вот такая длина манжета. Ну, где-то вот настолько я подогну. И переднюю, и заднюю. Теперь по отношению к выкройке я хочу сделать их чуть-чуть пошире. Поэтому от среднего шва я отступаю по 1 сантиметру спереди и сзади. Оставляем по сантиметру припуски на шов и вырезаем по контуру. И вот сейчас я хочу, как сейчас модно говорить, задекорировать это изделие. Но техника, которой я никогда в жизни не пользовалась. Я недавно о ней узнала. Это акриловые краски по ткани. И сейчас на передней части этих штанишек я буду рисовать этими красками. Они потом не отстирываются, они держатся очень крепко. Все прекрасно. Хочу сделать только на одной стороне, потому что или чтобы не наводить симметрию, или асимметричный рисунок. Я хочу нарисовать очень простой рисуночек, сделать просто звездочки на штанишках, таким образом накидать, и все. Сейчас начнем. Вот я купила акриловая краска для ткани. Я купила
очень много вариантов цветов. Люди создают просто потрясающие картины. Попробуйте, может быть, это как раз ваше призвание. Наносится кисточка. Там я еще не специалист, я еще первый раз в жизни попытаюсь это сделать. Поэтому прошу строго не судить. В интернете скачала рисунок. Вначале я хочу попробовать на самом простом варианте. Звездочки можно сделать разного размера. И хаотично раскидать по штанишкам этот рисунок. Переносить рисунок можно разными способами. Я в интернете вычитала. Но у меня ткань черная, поэтому я ее мелом. Мне это надо, чтобы видеть границы. Можно наносить через трафарет. Но у меня нет материала, чтобы трафарет нарисовать, сделать. Поэтому попробую так. Дальше. Все как по науке. Мы подкладываем сюда, чтобы не промокло. Сейчас положим бумажечку сюда. Поехали. Правда, я делаю это первый раз в жизни. Начнем по контуру. Вот здесь краску накладывать. После того, как мы наложили краску, нам надо будет дать возможность ей высохнуть. Лучше всего, как пишут, сутки. Через сутки мы должны этот рисунок прогладить утюгом через тряпочку с лицевой стороны. И тогда краска закрепится. Вот, и сейчас еще сюда, сюда и как-нибудь так. Прошла ночь, за ночь краска подсохла и впиталась неравномерно. Поэтому сейчас я нанесу еще один слой и опять оставлю. Краска просохла. Я думаю, вот такого слоя достаточно. Здесь маленькой кисточкой я нарисовала точечки. Нет, показалось так интереснее. И теперь по технологии нам надо прогладить. Краска при этом закрепляется. Теперь будем продолжать шить. У нас есть вот две такие детали. Одна брючинка и вторая. Складываем их лицевыми сторонами друг к другу. Внутрь лицевой стороной и с изнаночной стороны прострачиваем. Если есть оверлок, на оверлоке, если нет, то на любой швейной машинке есть трикотажные строчки. Трикотажной строчкой. Сам процесс, как я прострачиваю, я думаю, что показывать не обязательно. Вначале я прострачиваю вот этот шов, сшиваю штанины. Прострочили. И возьмите за правило, как только вы сделали строчку, ее обязательно надо проутюжить. Одну штанинку мы выворачиваем на лицевую сторону и вставляем ее вовнутрь вот этой лицевыми сторонами друг к другу. Соединяем вот этот шов на ноге.
И сейчас мы прострачиваем вот этот шов. Прострочили и проутюжили. Прострочила, проутюжила. Вот у нас уже так получается. Теперь берем резиночку, которую мы отрезали. Срезаем все лишнее. Если есть необходимость, здесь вот есть шов, стачивание. Если есть необходимость, то мы ее заужаем. И сейчас нам надо ее вот сюда пришить. Лицевая сторона к лицевой стороне. Этот шов совмещаем. Можно немножко в сторону, иначе будет очень большая толщина. На штанах шов, здесь шов. Чуть-чуть смещаем. Так, во-первых, мы ее делим. Можно на 2 части, можно на 4. И совмещаем наши метки. Теперь со стороны резинки будем делать шов. Натягиваем, чтобы здесь не было складок. Растягиваем резинку до такой степени, чтобы здесь не было складок. И в растянутом состоянии мы прострачиваем везде по кругу. Одну штанишку и вторую. Вот штанишки у нас уже практически готовы. Манжетик не обязательно должен обтягивать ножку. Мне нравится так немножко присобранное, чтобы было. Поэтому я так и сделала. И нам осталось пришить только поясочек. У меня есть 2 резинки. Вот такая детская декоративная резиночка. И просто черная. Кулиску не хочу пришивать для пояса. Получится очень большая толщина. Ткань не тонкая. Там получается 2 слоя вот этой ткани плюс резинка. Сейчас такие демократичные времена, что резинку можно просто настрочить. Это допускается, так скажем. Нам, конечно, запретить не может никто. Но сейчас много так шьют, что резинка просто настрачивается. Немножко мрачновато, мне кажется. А вот это повеселее. Поэтому я отрезала нужной длины. Сейчас я вот здесь застрочу зигзагом в кольцо. Дальше точно так же делим на 4 части. Но сейчас я покажу. Застрочу и покажу. Зашила в кольцо. Делим на 4 части точно так же. А здесь вот у нас шов, 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 шов. Это тоже наши контрольные точки. Традиционно делаем шов сзади, посередине спинки. Накладываем. Пришивать будем зигзагом. Совмещаем. И нам надо, чтобы вот здесь небольшой нахлёст сюда был. И будем пристрачивать зигзагом. В натяг натягиваем резинку, чтобы она была по размеру со штанишками. И вот здесь в край делаем зигзаг. Зигзаг даст возможность растягиваться нашей резинки, и нитка лопаться не будет. Все, штанишки у нас готовы. Резиночка пришита. Резиночку можно купить любую. Сейчас выбор резинок огромный. Рисунок можете нанести любой. Какой придумали, какой в интернете нашли, такой и нарисовали. Можно одну штанишку, на две штанишки, на обе половинки. Мне лично очень нравится то, что у меня получилось. Я даже не ожидала, что будет так хорошо. Если вам понравилось, пишите свои комментарии. Даже если не понравилось, пишите свои комментарии. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго.